Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на обзоре материалы торговой марки Ника Нагель. Давно хотела попробовать эту торговую марку, все никак не получалось, теперь же подвернулась такая возможность. У меня сегодня на обзоре несколько продуктов компании Ника Нагель, такие как гель-лаки кошачий глаз и акрилатик, который у них называется Elastic Pro Gel. Это из разряда акрилатиков, и именно с этими материалами мы сегодня с вами поработаем. Сейчас серию этих материалов каждая торговая марка называет по-своему. Кто-то акрилатики, акригели, полигели. У Ника Нагель это Elastic Pro. Напоминаю, что ссылочки на все используемые материалы, как обычно, вы найдете в описании. Обязательно туда заглядывайте и смотрите, где что можно приобрести. Итак, сегодня у нас коррекция на ноготочки. Эти ноготочки вы у меня на канале уже видели, поэтому снимаем предыдущий дизайн, подготавливаем ноготки к коррекции, убираем обязательно длину, потому что эта клиентка длину ни в каком виде не носит, и готовимся к новому моделированию. Один из важных шагов подготовки натуральных ногтей – это, конечно же, праймер. Именно праймер обеспечивает сцепление между натуральным ноготочком и искусственным материалом, обеспечивая тот самый адгезивный слой, который связывает два разных по структуре материала. Далее мы будем моделировать, но, к сожалению, я не уточнила, нужно ли под этот материал наносить базовый слой. В любом случае, базовый слой никогда лишним не бывает. Лучше его нанести и быть уверенным, чем про него забыть и потом мучиться, относит ли ваша клиентка ногти или нет. На самом деле, базу я кладу всегда, везде, на любые ногти, под любые материалы. Мне так спокойнее. Ну а теперь переходим непосредственно к моделированию. Сразу же на все 5 пальцев я выкладываю шарики материала, могу себе позволить, потому что они никуда у меня не утекают. Что же в данном случае хотелось бы отметить? Отмечаю то, что материал очень мягенький, очень податливый, очень интересный, зернистости не наблюдается. Очень приятно раскладывается, не дает пузырей при раскладке, и мне понравился цвет этого материала. Он достаточно плотный для того, чтобы служить основой под моделирование френч, и в то же время довольно-таки интересного оттенка, такого необычного. Вот конкретно такого оттенка я еще в акрилатиках не встречала. Очень натуральный, красивый, розовый, холодный цвет. Мне очень понравился, клиентка пищала от восторга, не хотела красить, но задача наша была еще и протестировать кошечки. Поэтому по-быстренькому моделируем ноготочки, стараемся разложить материал кисточкой сразу без опила, хотя, как вы знаете, я попилить люблю. Поэтому пилить я все-таки буду кое-где немножечко, чуть-чуть, сразу признаюсь. Но для тех, кто пилить не любит, вполне реально этот материал выложить таким образом, что на опил останется только форма свободного края, чтобы немножечко убрать какие-то косячки по выкладке.
Итак, снимаем липкий слой, и моя любимая часть процедуры — опил. Я немножечко пробегаюсь возле кутикулы, я не опиливаю, я контролирую, нигде ли у меня там ничего не затекло. Можно было это сделать фрезером, но мне пилкой привычнее, я пилку чувствую лучше, чем фрезу. Собственно говоря, я не пилю пилкой форму, я просто прощупываю на пилочку, везде ли ровно лежит у меня материал. Занимает это буквально несколько секунд. Это очень быстро, даже минутки на опил одного ноготочка не ушло. Ну а теперь изнутри выпиливаем весь лишний материал, потому что ноготочки у нас немножечко клюют вниз, и их было необходимо приподнять. Выпиливаем лишний материал и убираем натуральный ноготочек, чтобы он у нас нигде не мешался. Бафим и готовим наши ноготки к покрытию. Итак, в покрытии у нас сегодня будут принимать участие кошечки. Вот такие вот две прекрасные хамелеонистые кошки у меня с клиенткой есть на выбор. Поэтому мы решили долго себя не мучить, чтобы не выбирать, потому что они обе красивые, нам они обе понравились, мы решили использовать их обе две. Напоминаю, что ссылочки на материалы данной торговой марки вы, конечно же, найдете в описании. Просто загляните под ролик. Мне захотелось сделать дизайн, который выглядел бы объемным, как будто наслоенным друг на друга. Поэтому я прокрашиваю зону черным цветом и наношу на нее кошечку, бликую. Далее следующую зону я прокрашиваю внахлёст на предыдущую для того, чтобы показать между ними объем. Этот объем камера, к сожалению, конечно же, не передала, но вживую это выглядит как будто наслоенные друг на друга лепестки с кошками. Поэтому очень интересный эффект, обязательно его попробуйте. Это, конечно, не из разряда скоростных дизайнов, это не быстро, это довольно-таки долго, но тем не менее оно того стоит.
Все-таки даже на камеру просматривается, какой интересный объем у этого дизайна. Благодаря разным бликам, вот если бы кошечки было хотя бы 3 цвета, было бы вообще интересно, потому что вот эти вот блики друг с другом бы так сильно не стыковались. Очень сложно было сделать подбор цветов, чтобы они не сливались, чтобы они рядом с друг другом не находились. То есть вот если у вас 3 кошки, в этой системе работать будет просто замечательно. Хочу выразить отдельный комплимент от меня за финиш у этой торговой марки. Он действительно бриллиантовый. Мне очень понравилось, как он блестит, как он наносится, как он ведет себя в работе. В общем, это та продукция, которая мне понравилась больше всего. Ну а после того, как наш финишный слой просох, мы нанесли еще буквально пару ниточек прорисовочки. 2 линии, которые добавили нашей композиции еще объема визуального и собрали композицию в кучку. Вот такой дизайн у нас получился. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, потому что мы с вами встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!